Экстремальное приближение. Российский истребитель над головами немцев в Балтийском море. Гневное обвинение из Берлина. Токаев ответил Зеленскому. Казахстан дает четкие ответы и отвергает посредничество между Москвой и Киевом. Однако что предлагает Астана? Острый этап. Война против России в разгаре. Кремль заявляет о плане победы. Отдан приказ. В Санкт-Петербурге заявили о намерении выпороть Трампа. Кто осмелился? Поддержит или не поддержит? Западная пресса пишет о резком развороте Белого дома и видит в этом подвох. Кто считает, что Зеленского заставят подписать капитуляцию и кто вновь обратился к Путину? Работа на паузе. Удар с моря парализовал нефтяные порты России. Последствия атаки на Новороссийск и Туапсе. Большая потеря признана. Атака баллистикой по важному укрытию представителей ВСУ. Детали. Тюрьма за лайк в соцсетях. Кто отправил мужчину за решетку за прослушивание проповеди «Влюбленные в рай»? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Практически 42% поляков считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки и отказаться от своих земель. Из этого числа 17,2% выбрали ответ «определенно да». Таковы результаты опроса United Service для Виртуально Польска, которые опубликовали польские СМИ. При этом практически 48% респондентов, то есть фактически половина, уверены, что Россию нельзя награждать украинскими территориями в обмен на гарантии безопасности, оружия и окончания войны. При этом почти десятая часть опрошенных затруднилась с ответом. Среди избирателей правящей коалиции большинство против передачи территории России, 59%. В то же время сторонники оппозиционных партий «Право и справедливость» и «Конфедерация» разделились поровну. Половина за уступки, половина против. Экстремальное приближение. Берлин заявляет о пролете российского самолета над немецким фрегатом в Балтийском море. Такое громкое заявление сделал министр обороны Германии. Когда именно это произошло, Писториус не уточнил. Однако, по данным немецкой прессы, все случилось несколько дней назад. Самолет РФ пролетел над фрегатом «Гамбург», который сейчас участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна». Писториус заявил, что Россия все чаще проверяет прочность НАТО. Событие он назвал провокацией, которая была совершена с целью выявить слабые места в обороне Европы. Нарушение воздушного пространства Польши и Эстонии российскими дронами и боевыми самолетами, а также пролет над немецким фрегатом в Балтийском море за несколько дней ясно показывают, что Россия с нарастающей частотой и интенсивностью буквально испытывает границы, в том числе в отношении стран НАТО. Путин хочет спровоцировать нас. Он хочет спровоцировать страны-члены НАТО, выявить, обнажить и использовать предполагаемые слабые места в альянсе НАТО. Отмечу, что в России на момент записи выпуска не комментировали заявление Писториуса касательно пролета самолета над фрегатом. При этом Писториус заявил, что Германия намерена значительно усилить собственные вооруженные силы. План предусматривает увеличение численности Бундесвера до 460 тысяч солдат, из них 260 тысяч должны составить действующие военнослужащие. Еще 200 тысяч – это резервисты. Эти цели правительство планирует достичь в течение 8-10 лет. Токаев ответил Киеву. Президент Казахстана отреагировал на заявление Зеленского о том, что его встреча с Путиным могла бы состояться в том числе в Казахстане. Издание Тенгри Ньюс КС уточняет, что события в Украине Токаев назвал военным конфликтом и украинским кризисом. Подобные формулировки часто в своих официальных заявлениях использует Китай. В Астане заявили, что республика не является посредником между Киевом и Москвой и таковой себя не видит. Кроме того, по словам Токаева, этот кризис между странами, далее цитата, в высшей степени сложный и упрощать его нельзя, и при этом как Россия, так и Украина в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Токаев отметил, что вокруг конфликта наслоилось множество проблем, от территориальных до исторических и языковых. Именно поэтому, считает он, рассчитывать на быстрый результат без перемирия и предварительной работы было бы наивно. Однако дал понять, Астана готова стать площадкой для переговоров о мире. Суммируя, могу твердо сказать, мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан, тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить добрыми услугами, как место переговоров и встреч на всех уровнях.
И, несомненно, аналитики продолжают разбирать на цитаты резкое заявление Трампа по Украине и России о возврате территории и бумажном тигре, который испытывает проблемы с экономикой. Западная пресса пишет, что резкий и значительный риторический сдвиг Трампа вызывает удивление, ведь ранее он подталкивал Украину к отказу от территории, а еще месяц назад расстелил красную дорожку для Путина на Аляске. В Европе считают, что Трамп таким образом хочет выйти из игры, и это сигнал для ЕС и Киева, считают источники Рейтер. Кажется, он прощается, не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, карты для нас ясны. Мы знаем, что должны делать, сказал чиновник Западной Европы. Старший дипломат Восточной Европы сказал, что комментарии Трампа по Украине направлены на то, чтобы показать, что он начинает отстраняться, посылая сообщение, что это вопрос Европы. Ненавистный Трампу CNN также вспоминает прежние слова американского президента в адрес Зеленского и лестные заявления в адрес Путина, и его слова, написанные в True Social о возврате территории и прочем, это хорошие новости для Киева, однако на этом позитив заканчивается. США хотят продолжения войны и того, что практически невыполнимо, уточняют авторы материала. Трамп больше не хочет, чтобы война закончилась сейчас. Он считает, что она может продолжаться, пока Украина не вернет то, что почти наверняка не может вернуть. Справедливо сказать, что Киев в частном порядке хотел бы, чтобы война закончилась завтра справедливым и прочным миром, учитывая острую нехватку личного состава и медленные территориальные потери, с которыми он сталкивается уже месяцами. Украинцы при этом не видят надежды в теплых словах Трампа. К такому выводу приходит Financial Times. В публикации говорится, что заявление президента США о том, что Киев может вернуть себе Крым и Донбасс, не подкреплено экономической или военной помощью. Но эти слова показались украинским политикам, солдатам и аналитикам пустыми. Что нового в сегодняшних заявлениях Трампа или что они значат для нас? Абсолютно ничего, сказал Ярослав Железняк, депутат украинского парламента от оппозиционной партии «Голос». И чего нам ожидать дальше? Тоже ничего. Против России ведут войну. Сейчас самый острый ее этап. Об этом накануне заявили у Путина. Песков сказал, что СВО — это одно, а война вокруг россиян — это другое. И заявил, что острый этап этой войны в самом разгаре, и Россия собирается эту войну выиграть ради будущего. Кроме того, ответили Трампу и по поводу того, что Россия не бумажный тигр. Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. И Россия настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь вы сможете это вспомнить самостоятельно. Здесь ничего бумажного нет. Отмечу, что если в Москве заявления такие, то в Санкт-Петербурге они резче. Там решили не возвращать Трампу звание Есаула. Местные казаки заявили, что отдан приказ выпороть Трампа. После вчерашних заявлений Трампа у нас вообще принято решение его выпороть. По нашим традициям мы должны его выпороть, и это будет правильно. Физически мы этого сделать не можем, естественно, но приказ такой есть. Зеленский же, выступая на Генассамблее ООН, призвал остановить Путина и Россию, заявив, что это дешевле для мира, нежели потом строить бункеры и воевать. Кроме того, встречу с Трампом он оценил однозначно. Она была положительной. Вчера у нас была хорошая встреча с президентом Трампом. И я также говорил со многими другими сильными лидерами, и вместе мы можем многое изменить. Конечно, мы делаем все, чтобы Европа действительно помогала. И, конечно, мы рассчитываем на Соединенные Штаты. Трамп может изменить свою точку зрения и все же заставить Зеленского поднять белый флаг. Такое заявление в присущей ему манере сделал Медведев. Но Трамп не такой. Не сомневаюсь, он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Несмотря на такой прогноз Медведева, вице-президент США Венс несколько часов назад заявил, что России будет очень плохо, если она откажется вести переговоры добросовестно. А в Госдепе США заявили, что Путин должен прекратить убийство. Об этом Рубио сказал лично при встрече с Лавровым. Госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь подтвердил призыв президента Трампа прекратить убийство и необходимость того, чтобы Москва предприняла значимые шаги к прочному урегулированию российско-украинской войны.
В МИД же России немного иначе прокомментировали эту встречу, говорят, что обменялись мнениями касательно войны. Россия готова выполнить договоренности, которые были достигнуты на Аляске. Лавров при этом заявил, что Москва отвергает действия Запада и европейцев, которые, по его мнению, затягивают войну. Проведена сверка часов по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. Итак, встречи и переговоры проходят, угрозы летят со всех сторон, это взаимные угрозы. Будет ли мир и близок ли он? Согласны ли вы с мнением некоторых политиков, которые говорят, что эта война не может быть завершена на поле боя? Друзья, оставьте, пожалуйста, свой комментарий под видео, поставьте, пожалуйста, лайк, а также подпишитесь на канал «Время Прядко» в YouTube. И, друзья, также хочу отметить, что ни на каких других площадках мы не выходим. Наши видео воруют и публикуют ВКонтакте, размещая при этом рекламу и информацию, к которой мы не имеем никакого отношения и которая не отражает нашей позиции. Администрация площадки на требования о блокировке тех, кто ворует контент, никак не реагирует. Просто знайте, что я только здесь, в YouTube, и я продолжаю. Большая потеря Украины. Россия нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений сухопутных войск ВСУ. И за время войны это не первый случай. О том, что потери есть среди личного состава, официально подтвердили в сухопутных войсках. Там также уточнили, ракеты прилетели по укрытию. При этом ранее в ВСУ говорили, что многие учебные центры уже оборудованы подземной инфраструктурой, как раз после таких точечных ударов России. Среди примененных средств поражения – 2 баллистические ракеты «Искандер». В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. Украинские военные паблики признают, что перед тем, как был нанесен удар, в небе был замечен российский дрон-корректировщик, однако он не был сбит. Событие произошло в Черниговской области. В то же время Украина нанесла удары и, как сообщает Bloomberg, остановила работу 2 нефтяных портов РФ на Черном море. Отмечается, что остановки касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума и нефтебазы Шесхарис, которые расположены неподалеку Новороссийска. Кроме того, морские дроны атаковали порт Туапсе. Трамп получает очередной ответный удар. После ряда резких заявлений в сторону лидеров других стран ему все чаще стали отвечать. На этот раз отметился мэр Лондона, который отреагировал на слова американского президента в Генассамблее. Там Трамп назвал его ужасным мэром и заявил, что британская столица якобы движется к введению шариата и страдает от провальной миграционной политики. Мэр Лондона же считает, что Трамп перегнул палку из-за того, что сексист и исламофоб. Это цитата. Также он намекнул на то, что американцы едут в Лондон, скорее всего, не из-за хорошей жизни в США. Конфликт между двумя политиками длится уже несколько лет. Ранее Трамп называл мэра Лондона катастрофой и полным неудачником. Я думаю, президент Трамп показал, что он расист, сексист, мизогинист и исламофоб. И он также назвал вас ужасным мэром. Вы ужасный мэр. Послушайте, я просто благодарен, что у нас рекордное число американцев приезжает в Лондон с тех пор, как начали вести статистику. Никогда еще не было периода, когда в Лондон приезжало больше американцев. Должна быть причина для этого. Если посмотреть на разные критерии, мы часто занимаем первое место в мире по культуре, по прямым иностранным инвестициям, по спорту, по возможностям для людей реализовать свой потенциал. Я очень горжусь. И мы – величайший город в мире, пока это продолжается. Друзья, что бы вы сказали Трампу, если бы имели такую возможность? Ведь знаю, что многие из вас относятся к нему неоднозначно, хотя надежды определенные на него были после ухода Байдена из Белого дома. Поделитесь своей точкой зрения также в комментариях. В Узбекистане продолжают обсуждать сюжет, в котором женщины рассказывают, что их сыновья, уехавшие в Россию на заработки, оказались сначала в российских тюрьмах, а потом на фронте в Украине. По данным различных источников, в тюрьмах РФ содержатся тысячи граждан Узбекистана. В основном это мужчины от 18 до 35 лет. Многие из них со слезами звонят родителям и рассказывают, что их могут насильно отправить на войну в Украину. А чтобы потенциальный боец быстрее подписал контракт, применяется сила, говорят родные заключенных в интервью для издания Кун-Уз.
Систематические аресты мигрантов из Узбекистана происходят под разными предлогами, говорится в материале. Один из них – это незаконное хранение и перевозка запрещенных веществ. Родители не верят в преступления сыновей и требуют вернуть их домой. Напомню, по данным проекта «Хочу жить», Узбекистан занимает первое место по числу иностранных военнопленных в Украине. Тюрьма за лайк в соцсетях. В Узбекистане мужчину отправили в колонию за то, что он поставил класс еще 6 лет назад под видео в соцсети «Одноклассники». Подсудимый Улугбек Алмарданов отметил лайком проповедь «Влюбленный в рай», которую нашел в «Одноклассниках» и в которой нашли экстремистские идеи. Суд посчитал, что этим действием он распространил запрещенный контент среди друзей и тем самым нарушил закон. Приговор – 3 года лишения свободы. Наказание – колония общего режима. В Узбекистане назвали его лайк тяжким преступлением. В связи с тем, что совершенное Алмардановым преступление относится к категории тяжких, к нему применено наказание, связанное с лишением свободы. Тем не менее, с учетом смягчающих обстоятельств, к нему была применена статья 57 Уголовного кодекса, и срок наказания назначен ниже санкции статьи. Друзья, на этом все. Спасибо вам, как всегда, за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.